Уникальная квартира расположена в доме Бака на Кирочной улице, 24 в Санкт-Петербурге. Это историческое здание было построено в 1905 году в стиле модерн для издателя кадетской газеты «Речь» Юлиана Бака по проекту архитектора Бориса Гершовича. Квартира находится на третьем этаже. Она считалась одной из самых богатых в доме. В те времена арендная плата за эту квартиру составляла около 8 000 рублей в пересчете на современную валюту, что вдвое превышало стоимость найма аналогичного жилья в других зданиях. Стоимость аренды была оправдана высоким уровнем оснащения. В квартирах было паровое отопление и электричество в парадных залах, проведенное скрытым образом, а также централизованное горячее и холодное водоснабжение. В квартире сохранился действующий камин, лепнина и анфиладные двери, что делает ее особенной и неповторимой. Также в ней можно увидеть дореволюционные предметы интерьера. Первым арендатором был один из представителей финансовой олигархии дореволюционной России – Павел Осипович Гукасов. Вот, но само стеклышко тоже очень интересное. У меня в руках кисточка. Да, да. Видите, тут выпуклая часть спускается, выпуклая часть спускается, выпуклая часть спускается, выпуклая часть спускается. Действительно, во-первых, стекло само толстое, да, а во-вторых, тут образуется как сфера определенная, как линза для рассеивания света, да и стиль модерн. Он же у нас растениевидный, природный, да, у природы нет у нас прямых линий. Поэтому здесь вот такая красота примостилась, она пережила и блокаду, и революцию, и петербургские, ленинградские, вернее, коммуналки. Вот. Но в результате, кстати, вам на заметку, я очень много где наблюдаю такие сферические окошки. Просто главное, когда вы гуляете по нашим улицам, внимательно обращать свой взгляд на фасады. Санкт-Петербург все-таки о деталях. А какие детальки тут у нас тоже интересные? Форточки. Как вы думаете, форточки для кого, для чего? Для проветривания собачек. Для проветривания, для собачек. Да, это вот самые яркие такие предположения, частые. Многие еще говорят, чтобы голубей кормить. Для продуктов. Вот самый богатый человек в России, он такой, мяско бы достать, да? Вот. Или военный министр, да, который проживает на втором этаже, выкурю-ка я сейчас сигареточку или сигару. Вот. Да, это мы предполагаем. Тут нету, по сути, правильного ответа, но все-таки первоначально их предполагали для камина из каррарского мрамора. Мы делаем даже иногда фокус. Начинаем разжигать камин. Тяга, да. Все верно. Вот, мы начинаем разжигать камин, потом открываем форточку, и пламя у нас вспыхивает. Очень эффектно смотрится, особенно зимой. Дом Бака считался элитным. У входных дверей жильцов встречали швейцары, а на лестницах лежали красные ковровые дорожки. Многие квартиры имели роскошные интерьеры и дополнительные удобства. Например, лифт с бархатной лавочкой и чугунными коваными розами.